Алекс работал администратором в элитном прибрежном отеле и считал себя профессионалом в своем деле. Он гордился тем, что мог с первого взгляда определить статус человека. Если перед ним был богатый и влиятельный клиент, он проявлял исключительную вежливость, а если человек выглядел скромно, его отношение тут же становилось холодным и пренебрежительным. Поздним вечером, когда в холле уже было тихо, в двери вошел пожилой мужчина. Его одежда выглядела поношенной, ботинки были изрядно стоптаны, а лицо выражало усталость после долгой дороги. Однако его осанка оставалась прямой, а взгляд был уверенным. Он подошел к стойке регистрации, явно собираясь заселиться. Алекс даже не потрудился заглянуть в систему бронирования. Достаточно было одного взгляда, чтобы сделать вывод, что этот человек здесь лишний. Пренебрежительно скривившись, он с сарказмом произнес: «У вас не хватит денег, чтобы оплатить наш отель». Пожилой мужчина посмотрел на него внимательно, но в его глазах не было ни возмущения, ни злости. Лишь легкая, почти незаметная улыбка мелькнула на его лице. Он медленно кивнул, словно что-то понял для себя, а затем спокойно развернулся и вышел из здания, не сказав ни слова. На следующее утро в отель прибыл генеральный директор. Обычно он появлялся здесь редко, но сегодня выглядел особенно сосредоточенным. Алекс заметил, как он уверенно направился к тому самому пожилому мужчине, который накануне ушел без номера. В холле поднялся легкий шум. Персонал заметно нервничал, спеша угодить неожиданному гостю. Алекс застыл, наблюдая за этой сценой, пока не услышал, как директор обратился к мужчине с уважением, называя его мистером Уильямсом. К горлу подкатил ком. Имя было знакомым, так звали владельца сети, в которую входил их отель. Алекс почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Его бросило в жар, и он тут же вспомнил, как уничижительно разговаривал с этим человеком. Владелец обменялся с директором парой фраз, затем медленно повернулся в его сторону. Его взгляд был все таким же спокойным, но теперь в нем читалась безоговорочная решимость. Ошибки прошлого уже нельзя было исправить. Алекс понимал, это его последний день в этом отеле.